привет! Сегодня у нас обучение Garrett ACE250. Такой замечательный прибор, с которым я хожу очень долгое время. И хочу поделиться своим опытом и начать серию видеороликов обучающих по ASICS 250. И как искать монеты, как правильно им пользоваться, как вообще научиться с ним ходить. Первый выпуск у меня будет такой больше теория, как вообще настроиться, как его понять. Ну что, начнем. Вот мой блог моего замечательного прибора и товарища, с которым я копаю все время. Что нужно знать, как вы впервые взяли детектор в руки. Вы не смотрите, что он у меня просто блок, это все отключено, естественно. Если вы купили Garrett все-таки ACE250, надо подумать, будете вы его вообще модифицировать, либо уже покупать новый прибор. Если модифицировать и грейдить для себя, обязательно заклейте динамики. Это если вы не решитесь ходить с наушниками. Но тут обязательно нужен переходник на стандартный разъем наушников. Ну, честно, хочу сразу предупредить. Ходить лучше без наушников. Лучше. Вы сами поймете. Если сзади не подкрадется к вам кабанчик или лось какой-нибудь. Да и не в этом смысл. Мне больше нравится без наушников. В общем, я заклеил динамики. Для этого просто потребовался мне скотч, и даже она стала тише, так как регулировки громкости на ASICS нету. Это у нас штекер стандартный под катушечку, его надо затягивать хорошо, он у вас уже, наверное, затянут. В общем, что, идем дальше. Батарейки 4 штуки пальчиковые у нас, батареечки у нас стоит. Тут ничего знать не надо. В принципе, батарейки, можно аккумуляторы, можно обычные батарейки, в принципе, разницы не имеет. Но лучше держать всегда на 3-4 палочках зарядки. Сейчас включу, покажу. Вот у меня сейчас зарядка полная, полностью. Как видите, экран я заклеил еще скотчем, чтобы он не царапался. И, естественно, у меня для него есть чехол. Лучше сделать так же, заклеить динамики. Сейчас я его потише сделаю на минимальную чувствительность, чтобы он не реагировал. Заклеить динамики, заклеить экран и купить чехол. Можно будет зато потом продать прибор. Когда вы уже научитесь, захотите какой-то профессиональный, полупрофессиональный прибор, в принципе, да, он вам подойдет. Вот вы впервые купили ASICS прибор, не знаете, что с ней делать вообще. Тут все легко и несложно. ASICS такой прибор, что, как говорят американские калашников, то что он очень крепкий, не ломается. Но я вам хочу сказать, что у меня уже более 2,5 лет с ASICS, и она ни разу не подводила, нигде не ломалась, ничего. Я хорошо еще ее настроил. Там можете посмотреть, у меня в плейлисте есть настройка, но это уже такая грубая, уже не для новичков. Хочу вам сказать, можно сбить заводские настройки. Настроить будет очень тяжело потом. В общем, включение-выключение, естественно. Вот эти вот кнопочки, выбор режимов. Я пользуюсь режимом монеты. Пользовательский, это вы под себя подстроите, но смысла нету, потому что на любой шкале есть полезные монеты. Реликвии, это если вы черный металл хотите копать, это без мусора, типа без крышек, без фольги, но они все равно попадают вот сюда. Пробки все равно копают все, даже с профессиональными детекторами, хочу вам сразу сказать. Все металлы просто отсекаем. 2 первых деления, это полное железо. Можно также на пользовательских. Вот они, выставлю сейчас все. Пользовательский режим, просто убираешь 2 палочки и все, ходите.
грубо говоря, для новичка, вот ставьте на монеты и ходите так. Чувствительность я ставлю на всю полностью. Говорят, что надо там постоянно убирать на одну, на две. На две, может, и можно убирать вот так вот. Если какие-то есть помехи, если, конечно, проходит электричество, столбы, там, да, можно вот так вот делать. Но, в принципе, надо сделать на полную всегда. Режим монеты, чувствительность на полную, со штатной катушкой тем более на полную. Она у нас уверенная, не глючит. Это вот Snell Tornado. Иногда я ставлю вот на единичку в минус. Ну, это редко. Ставьте на полную, копайте, вообще проблем не будет. Включили, поставили на монеты режим вот этими кнопочками. Дискриминацию мы не трогаем вообще. Это просто выключать. Вот это отсекаем. В принципе, эти кнопочки вам тоже не нужны. Вот эта вот часть, в принципе, не нужна. И пин-поинтер. Это мы зажимаем, вводим катушкой там влево, вправо, вверх, вниз. И он наводит нам на цель. Ну, это вам я уже объясню на практике. Сегодня у нас теория, так что объяснять особо не буду. В принципе, вот, это самый главный такой опыт. Так, что еще могу сказать? По глубине у вас есть шкала 5, 10, 15, 20 сантиметров. Сразу же скажу секрет такой небольшой. 5 в основном сантиметров это мусор. Только если вы ходите по полю, там можно копать все сигналы. Но в основном монеты сидят на 15-20 сантиметров. Вот этих двух. На десятки тоже бывает, но очень редко. В основном 5 сантиметров пробки. Не знаю, почему такой прикол, но пробки они выше, чем монеты. Вот именно советские пробки, они выше. Это такая небольшой секрет. Скажу вам немножко по монетам. Вот от этого деления, считаем, у нас до бронзы, вот до сюда, бывает даже дальше. Вот эти вот все попадаются у нас советские монеты. В основном тут копеечка, тут 2, 3 она скачет вот тут, и пятерка вот тут скачет. А дальше у нас медь, медь бывает и тут. Потом дальше крупная медь, ну серебро. Золото, оно у нас вот тут. На аське очень тяжело искать золото, так как она видит вот на этих делениях как мусор, как пробку, как фольгу. Так что особо с аськой не разгуляешься. В принципе, это были самые такие главные моменты по аське, когда вот вы только-только начинаете. И в основном надо поначалу копать все сигналы, грубо говоря, чтобы понять вообще, как звучит то, как звучит все. И будете тогда уже находить вот такие вот красивые пуговички. И не только. Всякая серебришка, монетки, вот такие вот красивые. Там много чего можно найти. Главное знать, обучаться, и найдете вы свои долгожданные монеты. Всякие разные. Советские, серебряные, медные. В общем, надо только научиться. В следующем видео я уже расскажу секреты Ace 250. То есть, как я вообще ищу монеты на улице. Особенно важный момент. Ну и третье видео точно это будет уже практика. То есть я буду каждый сигнал показывать. Стоит ли копать, не стоит. И буду вам подтверждать. Вот, например, скажу, что этот сигнал, например, нельзя копать. Я его выкопаю, там будет пробка или что-то такое. В общем, вы все увидите. Так что на этом на сегодня все. Удачных вам поисков. Всем пока.